chacun de ces 10 va nous présenter un cas clinique. И каждый из этих 10 коллег представит нам свой клинический случай. Issu de sa pratique. Случай, с которым они встречались в собственной практике. Et on considère que sa pratique est orientée par la psychanalyse. Эта практика в каждом из этих случаев ориентирована психоанализом. Et cette pratique s'exerce sur des enfants. И она связана в каждом из этих случаев, в каждом случае это работа с ребенком. Qu'est-ce que ça veut dire une pratique orientée par la psychanalyse? Что означает, что мы хотим сказать, говоря, что это практика, ориентированная психоанализом? Ça veut dire que le traitement dont il s'agit n'est pas une psychanalyse. Во-первых, это говорит о том, что работа, о которой идет речь, сама по себе психоанализом не является. Mais le thérapeute, lui, est en rapport avec la psychanalyse. Но терапевт в каждом случае, в каждом из этих случаев, он сам в какой-то мере с психоанализом связан. Les 10 auteurs sont en analyse ou sont analystes. Другими словами, все эти 10 человек, которые будут выступать, они либо находятся в анализе, сами проходят анализ, либо являются аналитиками. Le traitement n'est pas une psychanalyse dans ces cas, То есть сама работа с психоанализом не является, mais le thérapeute qui dirige le traitement, lui, voit la situation à partir de la psychanalyse. но терапевт, который с ребенком работает, видит ситуацию глазами психоаналитика. Et il raconte le cas en tenant compte du savoir psychanalytique. Он работает над этим случаем, как бы исходя, имея в виду свое психоаналитическое знание. Alors, c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous entendrons 4 cas. Сегодня мы услышим 4 таких случая. André, 12 ans. Андрей, которому 12 лет. Misha, 6 ans. Миша, ребенок 6 лет. Sacha, 11 ans. Саша, 11 лет. Et Nikita, 9 ans. И 9-летний Никита. Ce sont tous des garçons. Все они мальчики. Ça se trouve comme ça. Вот так получилось, что они все мальчики. Comme ça. Так просто. C'est une contingence. Это случайность. Ce qui est contingent, c'est ce qui pourrait être autrement. То, что мы называем случайным, то, что могло бы быть и иначе. Dire que quelque chose est contingent, c'est dire qu'il n'est pas nécessaire. Сказать, что нечто случайно, это все равно, что сказать, что оно не является необходимым. Et c'est ce que nous rencontrons dans chaque cas clinique. Именно с этим мы и встретимся в каждом из этих клинических случаев. Nous allons rencontrer la contingence du cas. Мы встретимся в каждом случае со случайностью. Quand on raconte un cas, Когда мы рассказываем о случае, quand on écoute un cas, и когда мы выслушиваем о нем, on se soumet à ce qui se présente comme ça. мы, естественно, подчиняемся тому, что являет себя, как оно есть. То есть Sans qu'on aperçoive la nécessité. мы не видим в этом никакой необходимости. Les choses se présentent comme un accident. Явления предстают нам как чистый случай. Et le mot accident, nous le verrons ce matin même dans le cas d'André. А этот случай, это слово мы встретим как раз сегодня в случае Андрея, Qui a affaire à des accidents. который имеет с этими
то, что называется акциденс, это случай непосредственно дела. Donc, ce qu'il s'agit d'écouter dans les récits de cas, то, что надо услышать в каждом из этих рассказе о каждом случае, ce sont les traits pertinents du cas. Это важно, это скорее то, что в этом случае, что для этого случая важно, существенно. Parce que le thérapeute cherche, enfin, le thérapeute doit sélectionner les traits pertinents du cas. Потому что главная задача терапевта – это выбрать в каждом случае существенные его черты, имеющие к нему прямое отношение к проблеме. Du point de vue de la psychanalyse. И сделать это он должен именно как психоаналитик, с точки зрения психоаналитика. Et nous devons interroger le thérapeute sur la sélection qu'il a faite des traits pertinents. Поэтому то, о чем мы должны спрашивать терапевта, то, что интересует нас в этой работе, это то, как он сумел, это его выбор, это то, как он сумел выбрать эти существенные черты случая с точки зрения психоанализа. Il peut arriver que pour nous, il manque des traits pertinents. И может оказаться так, что для нас, с нашей точки зрения, вот этих существенных случаев он выбрать не сумел. Их нам не хватает. Alors on pose la question, on veut en savoir plus sur tel point. Et c'est pourquoi nous laissons beaucoup de temps à la discussion. Вот почему мы в нашей программе оставляем так много, предусматриваем так много времени для обсуждений. Alors, quel est l'enjeu de la rédaction d'un cas clinique? Что главное в этой редакции клинического редактирования нашего клинического случая? В чем его смысл? L'enjeu, c'est de passer de la contingence à la nécessité. Смысл нашей работы в том, чтобы вот от случайности, случайного рассказа, с которым мы встретились, перейти к необходимости. L'enjeu, c'est de reconstituer la logique du cas à partir des traits pertinents. Смысл в том, чтобы, исходя из этих выделенных нами существенных черт, реконструировать логику каждого случая. C'est-à-dire passer du fait de montrer au fait de démontrer. То есть мы должны не просто показать, должны продемонстрировать. C'est-à-dire, nous partons d'une description. Мы исходим из описания. Et nous essayons d'arriver à un système. И мы пытаемся прийти к определенной системе. Pas un système général. Это не общая система. Не. Le système du cas particulier. Речь идет не об общей системе, а о системе отдельного частного случая. On n'arrive jamais à systématiser complètement. Мы никогда, конечно, не сможем систематизировать полностью. Mais on essaie, on va dans cette direction. Но так или иначе мы идем в этом направлении, мы делаем попытки это сделать. Alors, les 10 cas que nous entendrons dans cet atelier И 10 случаев, которые мы в этом ателье осмотрим, sont des cas d'enfants. это все они случаи детей. Qu'est-ce qu'un enfant? Что такое ребенок? Un enfant, c'est un sujet qui est distingué par son âge. Во-первых, это субъект отличительной чертой, которая является возраст. Un sujet qui est distingué en référence au développement. Он, в принципе, его отличительной чертой является развитие, à la chronologie. Хронология. Ici, ça veut dire ce ne sont pas encore des adolescents. Это значит, что в данном случае, это значит, что он еще не подросток. Mais en même temps, ils sont sortis
de l'état infant. Но все они, с другой стороны, они вышли, они уже значит, вышли из раннего детского возраста, они уже не грудные дети, скажем, да? L'état enfance du nourrisson, par exemple. А вот этот возраст, скажем, ребенка, который еще n'est pas le préverbal. Оно не является на самом деле довербальным. Parce que même pour le nourrisson, потому что даже для ребенка, который еще не отделен от груди, le verbe, la parole est déjà là. Слово и речь в его жизни уже присутствуют. Autour de lui. Они вокруг него, они окружают его. Et c'est même la parole qui a pu conditionner sa naissance. Собственно, само Géniteur entre le père et la mère. оно требовало своего рода согласия между теми, между его родителями. À l'état enfance, la parole est déjà là, qui entoure et qui conditionne l'existence même de l'enfant. Даже в этом самом раннем возрасте порой речь обуславливает собой само существование малыша. Lacan, par exemple, signalait Лакан говорил, например, que l'autiste qui se bouche les oreilles pour ne pas entendre, что аутист, который затыкает себе уши, чтобы не слышать, est dans le post-verbal. находится в принципе в вербальной позиции. Il a affaire à la parole et il s'en défend. Он имеет дело со словом, и он защищает себя от него. Donc l'état enfance, disons, c'est l'état où il y a le langage. То есть вот этот ранний возраст, детский, это возраст, где с одной стороны налится язык, où déjà la parole met sa marque sur le besoin, где речь уже накладывает на потребности ребенка свой отпечаток, mais il n'y a pas encore de subjectivation du langage. но субъективация языка еще не произошла. Dans les 4 cas aujourd'hui, И в 4 случаях, сегодняшних случаях, nous n'aurons pas affaire à l'état enfance. мы не будем иметь дело с этим возрастом, самым ранним. Les enfants sont entre 6 ans et 12 ans. Это возраст между 6 и 12 годами. Alors nous prenons les enfants au niveau de leurs symptômes. Мы рассматриваем ребенка на уровне как бы его симптома. Ce sont tous des enfants malades. Все эти дети, в смысле, больны. Au moins, c'est des enfants qui sont en rapport avec quelque chose qui ne va pas. Так или иначе, в жизни этих детей что-то не так. Mais qui décide que ça ne va pas? Но кто, собственно, решает, что вот это не так, что это должно быть иначе? Dans les cas d'enfants, c'est toujours un grand autre qui décide que ça ne va pas. В случае ребенка это всегда большой другой. Это большой другой решает, что с ребенком что-то не так. C'est l'école qui décide ça. Это может решать школа. Ou c'est la famille, les parents. Или семья, скажем, родители. Par exemple, dans le cas d'Andrei, В случае Андрея, например, qui est le premier cas que nous allons entendre, в первом случае, посмотрим сейчас. Vous verrez que le sujet lui-même ne s'aperçoit pas de son symptôme. Вы увидите, что сам субъект, собственно, своего симптома не замечает. Il ne s'aperçoit pas du symptôme qu'il ne peut pas retenir ses selles. Он не может, не видит этого симптома, который удержать. Et c'est le thérapeute qui doit lui signaler ce symptôme. Этот симптом должен ему указать терапевт. On voit aussi le grand autre, disons les parents, se décharger de leurs propres symptômes sur le thérapeute. Мы часто видим, как наоборот родители передают, что ли, пытаются взвалить свой собственный симптом на терапевта,
переложить его на терапевта. Ça peut vouloir dire qu'ils passent le relais au thérapeute, То есть, с одной стороны, они как бы передают его терапевту, mais ils peuvent aussi voir le thérapeute comme un rival. но с другой стороны, они могут рассматривать терапевта как соперника. Et ils peuvent éventuellement s'apercevoir qu'eux-mêmes sont malades. И в конечном счете получают возможность заметить, что больны они сами. Et par exemple, cet après-midi, dans le cas Sacha, Например, в случае Саши сегодня, vous verrez que l'auteur signale увидите, что автор, значит, этого текста показывает, que finalement les parents entrent en analyse individuelle. что в конечном итоге заканчивается тем, что сами родители начинают проходить анализ, индивидуальный анализ. Vous voyez que le symptôme de l'enfant peut être aussi le symptôme des parents, renvoyé au symptôme des parents. Так что в конечном счете, в данном случае, симптом ребенка, он отсылает на симптомы взрослого, родителей. Pour simplifier, je dirais qu'il y a deux grandes classes de symptômes de l'enfant. И, упрощая дело, я скажу, что есть два больших класса, так сказать, детских симптомов. Et il m'a semblé que les auteurs se référaient à ces deux classes. Мне кажется, что вот авторы всех наших презентаций, они как раз имеют дело с одним из этих случаев каждый. Il y a d'un côté les symptômes familiaux, С одной стороны, это семейные симптомы, disons oedipiens, скажем, назовем их эдиповыми, et de l'autre côté, il y a le symptôme maternel, а с другой стороны, это материнские симптомы. où le rapport de la mère et à l'enfant se détache comme cause du symptôme. Причиной симптома является, в данном случае, обнаруживается, что причиной симптома является отношение ребенка с матерью. Quand il s'agit des symptômes oedipiens, Когда речь идет об эдиповых симптомах, le symptôme de l'enfant traduit, exprime, représente le rapport inconscient des parents. То в таких случаях симптом ребенка как бы представляет собой перевод, он представляет, обнаруживает бессознательные отношения между родителями. Et éventuellement, le rapport inconscient des parents est articulé à leurs propres parents. В принципе, отношения бессознательные между родителями связаны с отношениями родителей, их собственных родителей. Donc, il arrive qu'on remonte jusqu'au grand-père et la grand-mère. То есть мы часто поднимаем, идем от ребенка, восходим даже к бабушкам и дедушкам. Et par exemple, vous verrez que dans le cas Nikita, Скажем, вы видите, что в случае Никиты la grand-mère, on s'aperçoit que la grand-mère est tout à fait déterminante dans le symptôme. Обнаруживается, что причиной детского симптома является скорее бабушка. Alors, en revanche, il y a des symptômes de l'enfant qui sont directement branchés sur le fantasme maternel. Но с другой стороны, есть детские симптомы, которые прямо связаны с фантазмом матери. Ils sont directement branchés sur le désir de la mère. С ее желанием. Et le désir de la mère, c'est aussi bien le désir de la femme derrière la mère. А желание матери – это желание женщины, которая стоит за этой матерью. Un désir qui est marqué par un manque. Соответственно, это желание, которое отмечено нехваткой. Et l'enfant vient occuper la place de ce manque. И в этом случае ребенок занимает место этой нехватки. Alors, quand nous sommes dans le Oedipe, on peut dire que
le désir de la mère suscite l'identification phallique de l'enfant. В данном случае, когда мы имеем дело с Эдипом, то можем сказать, что фантаз матери, как бы, он приводит к возникновению такого фаллической идентификации ребенка. En revanche, quand on est hors de la dialectique édipienne, А когда мы находимся вне эдиповой диалектики, то наоборот, l'enfant fonctionne comme objet de la mère. Ребенок функционирует как объект матери. Et c'est beaucoup plus difficile de défaire le symptôme comme de l'objet de la mère И гораздо труднее разрешить такой симптом, где ребенок является материнским объектом, que de défaire l'identification phallique de l'enfant. чем разрушить, наоборот, фаллическую идентификацию ребенка в эдиповом случае эдипового симптома. Veut dire que l'identification de l'enfant au phallus est un moment du développement. В конце концов, идентификация ребенка с фаллосом – это этап его развития, можно сказать. Et que, éventuellement, cette identification se défait d'elle-même. И постепенно эта идентификация, возможно, исчезнет само собой. Alors que le statut de l'enfant comme objet de la mère И наоборот, статус ребенка как объекта матери, est extrêmement résistant. напротив, его искоренить очень сложно. Encore une chose pour vous éclairer dans les commentaires que vous allez faire avec nous des textes. Еще несколько слов и комментариев, которые вы будете, значит, давать этому тексту вместе с нами. Il est important de serrer les éléments qui s'appellent le père, la mère et l'enfant. Важно, конечно, выделить элементы, которые мы называем отец, мать.